Эфириум похоже, что дальше будет продолжать расти вверх, потому что, посмотрите, тут линия, вот прошлый верх, который был, вот тут он появился у нас, смотрите, я показываю, вот тут был. Сейчас цена поднялась выше и, кажется, она пошла пробивать выше на повышение, продолжение роста. То есть, скорее всего, в дни, следующие дни это будет довольно хороший рост. Вот посмотрите внимательно. Я сейчас покажу вам историю. Вот смотрите, тут рост был, тут рост, тут падение, рост. Смотрите, как низко цена. И тут смотрите, насколько выше поднялась цена. Тут можно сказать, это как, ну, знаете, называется, что забыл, как этот термин называется. Ну, такой, как red-тест или откат. Можно откатом назвать тоже. Потому вот я думаю, что будет дальше рост. Ну, посмотрим, насколько это будет правда. И смотрите, по биткоину у нас был такой тренд уже на понижение, потому что он, смотрите, до цены 111 777 примерно достал. И тут сколько у нас низ? 111, 112 тут примерно. Потому вот он побил прошлый минимум. Это о чем говорит, что действительно это был тренд на понижение, вот эта часть. Прошлый минимум побит, чуть ниже цена. И я думаю, что если сейчас силы у биткоина не хватит на то, чтобы дальше подниматься выше, то я думаю, что скорее всего, что будет этот понижение дальше. Но если биткоин будет понижаться, то и эфириум, и весь рынок, скорее всего, будет понижаться, потому что в основном так происходит. Иногда есть, можно сказать, эти исключения, но не всегда. Давайте посмотрим еще несколько монет. Также смотрите этот индикатор, который сигналы показывает. Он на основе дельты объема показывает сигналы. Потому вот, в принципе, с ним можно торговать, но не всегда. Он, знаете, что не учитывать? Вот когда новости какие-то выходят, стреляет резко вверх или вниз, он часто не может это просчитать. Вот это главная проблема в этом индикаторе. Больше ни в чем проблемы нет. По Solana. Давайте посмотрим Solana. Вот. В принципе, это похожая ситуация, как по эфириуму. Смотрите, тут можно сказать, как такое понижение, так прошлый низ ну, ниже лоу не было, то есть ниже нижней цены прошлого цикла. И вот сейчас оно не достало, потому я считаю, что это просто откат, и дальше, скорее всего, будет повышение. Ну вот, как в эфириуме я показывал и что я говорил. Потому вот, кому интересно, давайте будем продолжать смотреть. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу, что будет дальше на рынке. Вот я думаю, что, скорее всего, альткоины, то есть включая с эфириум, будут держаться как-то, пытаться, а биткоин еще может укатиться очень сильно. А альткоины могут еще раз попытаться вниз, такой red-тест сделать, можно сказать, понижение. Давайте еще лайткоин посмотрим. За кем ходит лайткоин у нас? У нас лайткоин ходит, смотрите, по цене примерно минимум 103.13, а тут минимум был у нас 112. Потому вот это за эфириум тоже ходит эта монета, лайткоин. Вот я думаю, что тут ситуация такая же самая будет, как и у эфириума. Авакс. Смотрите, Авакс. Авакс, в принципе, у нас показывает ситуации подобно, как и эфириум. Сейчас не сильного понижения, флэт, можно сказать, такой продолжается. Потому вот посмотрим, что дальше будет с Аваксом. BNB. Смотрите, BNB в принципе продолжает рост вверх и как бы ему не мешает ничего такого, что падение там происходит или еще что-то. Я думаю, что BNB возможно скоро продолжит рост, но если рынок весь продолжит и он ускорится, или биткоин, если будет во флете просто туда-сюда ходить, то этот BNB скорее всего будет повышаться выше. Ада. Ада, в принципе, так же само, как и эфириум.
принципе, у них цикл и повторение, то есть движений, похожие полностью как у эфириума. То есть нету сильного понижения цен ниже прошлого, не хая, а лоу. То есть цены самой низкой нету. Потому вот я думаю, вот еще биткоин хэш посмотрим, я хочу показать вам. Смотрите, биткоин хэш. По биткоин хэш, он прошлый лоу, который вот тут был, в принципе, смог пройти его, но вот тут у нас самый низкий, который был в этом цикле, это 115 примерно, 515 долларов. И тут у нас минимум 543. Потому вот я думаю, что он ходит дальше, в принципе, за эфириум, хотя иногда он копирует движение биткоина, потому все же это биткоин хэш монета, и некоторые говорят, что на ней довольно сложно торговать. Ну, я еще не торговал прям сильно раньше, потому вот я только думаю, что мне делать дальше. Вот. И индикатор этот, который показывает, можно сказать, покупку-продажу на основе объема быки-медведи, то есть разделяет. Вот кому интересно, CVD тренд, посмотрите в описании профиля, там есть вот ссылка на TradingView индикатор. И кому понравился короткий обзор, поставьте лайки, посмотрите, какие сигналы показывает индикатор, но для него нужно стабильный и хороший объем. Он не всегда хорошо показывает сигналы. У меня, в принципе, ограничение 5000 свечей сейчас. Вот еще посмотрим XLM. Ну, XLM у нас такая себе монета. Это уже, можно сказать, как называется, щиткоин. Потому вот давайте еще линк посмотрим. У нас линк продолжает как BNB расти, только более сильнее и более выраженно. Я думаю, что дальше будет продолжаться тренд вверх. Если будет эфириум и вверх расти, а биткоин будет или во флете, или вверх расти. Потому что если биткоин пойдет вниз, то все пойдет вниз. Прям если сильно он пойдет. А так, видите, было падение, но эта монета, в принципе, хаи обновлял. Вот сколько хаев? Раз, два, три, четыре, пять. Тут в этом отрывке 5 штук. Потому вот посмотрите. Я думаю, что будет дальше рост. Ну все, подписывайтесь на канал, кому понравилось. Посмотрите все мои прошлые ролики. Я снимал по поводу индикаторов разных, ну, 2 индикаторов объема. Кому интересно посмотреть, применить это все, посмотреть, подумать на своих графиках, посмотреть, как что будет происходить. Потому вот подпишитесь на канал, пишите комментарии. Еще, если у вас есть индикаторы объема действительно хорошие, которые тренды показывают, то напишите мне в комментариях, я буду просматривать в следующих видео ваши индикаторы объема или трендовые хорошие индикаторы, которые вот не перерисовывают сигналы, а вот показывают нормальные хорошие сигналы. Потому если хотите обзор на какой-то индикатор, напишите, и я вам буду наглядно показывать, там неделю снимать или 2 недели снимать про один какой-то индикатор или два, и будем смотреть все вместе, как он будет, что показывает и как работать на реальной истории, то есть цены там по дням. Я снял сегодня, снял завтра, послезавтра, вот так. Ну все, подписывайтесь на канал, кому понравилось. До следующих видео.